Всем привет! Вы на канале Домашнее подворье Прибыльное хозяйство. Виноград – всеми любимая ягода. Ее вкус, цвет, запах будоражит. Я ее обожаю. Что делать со столовыми сортами, понятно – съесть. А вот винные сорта, они более сложные. Я очень долго не понимала, как вино может иметь цветочные запахи, тонкие оттенки вкуса. В магазинном вине ничего такого я не встречала. Моя бабушка делала домашнее вино, но оно разбавлялось сильно водой и, честно, очень не нравилось. Било по голове вкус спирта, виноградного сока и сладость сахара, а также дрожжи. Никто не заморачивался хорошей фильтрацией. И вот пришло время, когда я взяла бразды управления хозяйством в свои руки. Приняла решение сделать другое вино. На тот момент мне нравился больше всего когор. И оказалось, что рецепт когора очень простой. Его легко можно повторить в домашних условиях. Если раньше мне ставили в пример вина других соседей, то теперь у меня регулярно уходит баночка вина гостями и потом просят еще. Кто не готовил вино своими руками, думаю, многое потерял. Вкусы, цвета, запахи. Можно сравнить со вкусными сливками, и это все достается по праву виноделу. Наконец настал долгожданный момент сбора урожая винограда. Я расскажу, как можно приготовить когор сладкий, крепкий, рубиновый, плотный, каким его знают на постсоветском пространстве. Для когора подойдут многие сорта темного винограда с поздним сроком созревания. Я попробовала данный рецепт на сортах «Подарок Молдовы» и «Каберне Совиньон». Каждый сорт винограда дал свои неповторимые оттенки, каждый по-своему классный. В этом году когор будет из Каберне Совиньон. Никакой воды для разбавления, это вино с чистого виноградного сока. Классики грубо рекомендуют на литр виноградного сока без жмыха 300 грамм сахара. Но по опыту могу сказать, что точно уйдет 200 грамм сахара. А оставшиеся 100 грамм это уже кто как любит. Крепче, слаще. Еще некоторые крепят готовое вино спиртом. Но я такое не практикую, оно и так получается очень крепким и задиристым. После сбора винограда отделяются гребни от винного материала. Мыть его не надо. Виноград давится и заливается в емкость для термической обработки. Его необходимо выдержать 3 часа при температуре 59-65 градусов. Эта обработка поменяет цвет будущего напитка, поможет в дальнейшем ферментировать виноград, сделать его более плотным. После этого смесь остужается до комнатной температуры и отправляется вместе с мезгой на брожение. В емкость можно добавить грамм 100 винограда, который не проходил термообработку. Тем самым мы введем дикие дрожжи в вино и простимулируем процесс брожения. Если в помещении достаточно тепло, то первая стадия, когда будет переработанный винный сахар, займет 7-10 дней. Каждый день необходимо перемешивать вино, чтобы в мезге не остался сахар. Когда процесс брожения ослабевает, на 7-10 день начинается первая магия. Дрожжевой запах ослабевает. И наконец проявляется долгожданная цветочная палитра. Представьте, ты открываешь крышку, и вместо брашки к носу устремляется запах луговых цветов, меда, тепла и лета. Запах сильный и устойчивый. И если закрыть глаза, то ты не дома, а находишься где-то в поле. Вокруг луговые цветы. Красиво, спокойно, хорошо. Пробуем. Сахар переработался, запах поменялся, значит пришло время снимать мезгу. Все фильтруем хорошо, выжимаем мезгу. Важно, нужно отжимать так, чтобы виноградные косточки не повреждались. Это может дать горечь вину. Добавляем первую часть сахара. Я обычно засыпаю 100 грамм сахара на 1 литр сока. Хорошо растворяем сахар в вине и отправляем бродить все под гидрозатвор в теплом месте. Через 7 дней добавляем еще 50 грамм сахара на литр сока. Еще 50 грамм на литр сока добавляем на 10-й день. После этого оставляю выбраживаться вино. Когда брожение останавливается, пробую на градус.
Если хватает, добавляю сахара по вкусу, как мне нравится. После этого вино прячется в прохладное место для отстаивания и оседания дрожжей. Первый раз сливаю отстоявшееся вино через 3 недели, так чтобы не задевать мутный осадок. Потом еще раза 3 за зиму. Первый молодой когор можно будет пробовать уже к Новому году, но он еще будет с большим содержанием дрожжей. А результатом вы можете полюбоваться вместе со мной. Вот так вино выглядит до отстаивания, а так через год. Это вино не стыдно подать на застолье. При желании его можно сделать сухим. Такой вариант больше понравится мужчинам. Также с моего домашнего когора я люблю делать глинтвейн. В прохладное время года приятно его потягивать у костра. Или можно настаивать на вине специи. Главное не переусердствовать. Подойдут гвоздика, корица, бадьян. Это тоже очень вкусно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Возможно, не я одна после выпуска этого видео думаю о сочной жареной утке с бокалом вина. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. Также смотрите другие мои видео на канале. Пока-пока, до новых встреч!